Друзья, приветствую вас. Вечерний выпуск. Давайте обсудим текущие события, что происходит на рынке и какие движения предполагаются сейчас на вечерней сессии по рублю, доллару, евро, золоту, нефти. Ну и другие активы, на которые хватит время. Так, ну давайте начнем с календарика. Что у нас по календарику? В Соединенных Штатах в 16:30 вышли данные. Базовый индекс цен производителей и просто индекс цен производителей вырос не так, как предполагалось. Это негативный знак, потому что небольшая инфляция, она необходима для экономического роста. Тем не менее, достаточно хороший индекс настроения потребителей от данных Мичиганского университета, но все-таки, я думаю, здесь наибольший фактор играет рост индекса цен производителей. Если не растут цены производителей, значит нету надлежащего спроса на их продукцию. Так, далее вот по России вышел ВВП минус 3,4%. К третьему кварталу 2019 года предполагалось минус 3,6%. Но свою позицию по поводу ВВП и что с ним происходит и будет происходить, я неоднократно озвучил. С моей точки зрения, эта цифра слишком невелика. На самом деле здесь абсолютное значение в отрицательном выражении должно быть существенно больше. Так, но эту неделю у нас произошло разочарование. Китай достаточно ощутимо просел. Это вот недельный таймфрейм китайского индекса CSI 300. Но на это были ряд факторов. Одни факторы были более очевидны, другие менее очевидны. Проблема на долговом рынке Китая. Компания, крупная корпорация, производящая полупроводники Tsinghua Unigroup, объявила дефолт на 450 миллионов долларов, не выплатила займ. Проблема заключается в том, что это сразу генерит цепочку неплатежей и вызывает кризис ликвидности. Но на самом деле финансовый кредитный рынок Китая — это отдельная проблема. Вот, и поэтому он о себе рано или поздно должен был дать знать, и вот постепенно начинаются проблемы. Помимо этого есть еще, скажем так, с моей точки зрения, более негативный тренд, который связан с тем, что сейчас в Соединенных Штатах нагнетается ситуация вокруг Китая, что китайские элиты с Трампом вот эту ситуацию отчасти спровоцировали, что у них там глубокое проникновение в американские элиты и так далее и тому подобное. Но, на мой взгляд, такие утверждения, они деструктивный характер всегда носят. Глобально здесь проблема заключается в том, что Китай и Соединенные Штаты, им тесно на планете, два гегемона, но как бы Китай не генерит тех ценностей, которые может принять мир, в отличие от Соединенных Штатов, так же, как он не генерит технологии. В каких-то вопросах он подошел к собственному производству технологий и высокотехнологической продукции. Мы это видели на примере 5G. Но, с другой стороны, ему все равно нужна подпитка идеями, технологиями от западных стран. И поэтому сам по себе Китай, он концептуально, с моей точки зрения, не готов к тому, чтобы себя в полном объеме противопоставить Соединенным Штатам и тем более западному миру. На первый план, конечно же, выдвинулась все-таки проблема, связанная с дефолтом облигаций китайских компаний. Наверное, эта ситуация в дальнейшем она будет разогреваться и вызывать усиление нехватки ликвидности на китайском рынке. Ну и по факту мы получаем, что китайский рынок на этой неделе вел себя хуже, чем другие развивающиеся рынки. И вообще мировой индекс MSCI. Если мы рассмотрим недельный таймфрейм по китайскому рынку, то здесь у нас получается, несмотря на вот эту негативную картину, ключевое значение, после которого может начаться существенное снижение, пока не пробито. Хотя по сути эта картина разворотная, но здесь надо четко понимать, что поскольку Китай все-таки локомотив мировой экономики восстановления, потом наверняка меры оперативные китайским Центробанком будут предприняты, и поэтому даже если это движение развивается, то с моей точки зрения конечная цель движения будет вот здесь, вот в районе этого диапазона. И только в том случае, если произойдет пробитие 4500-4400 400 вот этого диапазона, тогда да, можно будет говорить о том, что Китай посыпался.
То есть вот эта вся игра, она пока идет корректирующий откат на хай, но сигналы достаточно тревожные по Китаю. Далее американский фондовый индекс S&P 500, это тоже недельный таймфрейм. Исходя из этого графика, на американском рынке развивается коррекционный откат, и поэтому либо в понедельник, вторник будет назад затягивание выше уровня 3650, или если этого не происходит, то мы уходим вниз, и цель движения будет 3550, тестирование на прочность вот этого уровня. Но я думаю, здесь достаточно высокая вероятность, что в этом году те цели, которые могли быть реализованы, они уже реализованы. Речь идет о том, что скорее всего в декабре будет консолидация в этом диапазоне. Вот. Но, наверное, я все-таки думаю, под конец года никто не даст провалиться рынку. И поэтому в каком-то таком состоянии он и будет находиться. Но если рассматривать дневной таймфрейм, то еще вот на текущих значениях может быть коррекционный отскок и возврат для того, чтобы потестировать максимальное значение, достигнутое на этой неделе. И в том случае, если опираться на дневной таймфрейм, продолжение движения вниз и пробоя 3610, разовьется движение, цель которого будет уже потестить 3550, возможно его пробить и сходить еще ниже. Так, далее индекс доллара DXY, недельный таймфрейм, ну вот закрытие скорее всего будет с такой попыточкой разворота. Таких попыток разворота, правда, было уже огромное количество. Здесь, я думаю, надо ориентироваться на пробитие 91,3-91,5 диапазона. Пока такого пробития нету, я думаю, ни о каком развороте говорить не следует. Далее VIX, дневной таймфрейм. Ну вот видите, здесь вот как раз по VIX идет указание на то, что рост закончился и в ближайшее время может быть достаточно сильный коррекционный откат. И по Америке, и судя по всему по Китаю. Рост волатильности пошел, закрываемся выше 23,5, и соответственно здесь мы, получается, выходим в новый энергетический уровень. И отсюда уже вполне возможно на следующей неделе пробой 25-26, и после этого уже пойдет очень энергичное движение наверх. Вот здесь сейчас сформировалась полностью разворотная формация. Вопрос только в том, еще немножко ее потянуть с 23 на 25, и все, хворост высушен, спички готовы. Поэтому, исходя из движения по ВИКСу, индексу волатильности, индексу страха, мы на следующей неделе можем получить хороший коррекционный откат. Поэтому, если в понедельник, вторник у нас не происходит здесь отбоя и уход на 23 и ниже. Так, друзья, далее нефть Brent. Ну, для нефти самое главное неделю закрыть выше 50. Причем строго выше 50, там не 49,9, а именно 50 и далее вверх. Если это происходит, то на следующей неделе, в том случае, если не будет краша на рынках, а судя по ВИКСу такая ситуация достаточно вероятна, мы увидим продолжение дальнейшего роста, и цель движения по нефти вполне на следующей неделе может составить 54-56,5, вот сюда вот. Так, ну и вот сейчас по дневному таймфрейму идет попытка нарисовать разворотную формацию и закрыться ниже 50. Вот. Ну, если такой вариант сработает, то высока вероятность того, что на следующей неделе мы увидим просадку по нефти. Но если переходить к часовому таймфрейму, здесь получается вполне адекватная ситуация. И опираясь на часовой таймфрейм, вот здесь разворотная формация с целью движения наверх. И здесь, в общем-то, цель движения находится на 50,5, вот сюда. Сценарий не срабатывает, если происходит откат и будет пробитие 49,7. В этой ситуации, вероятно, будет более глубокая корректировка. Сначала на 49,5 и далее вниз. Пока на текущий момент времени больше вероятность того, что отсюда разовьется коррекционный отскок, ну, как минимум на 50,5. Ну, еще и главное, то есть как у нас закрытие недели будет выше, ниже полтинника. Сейчас, я думаю, будет попытка сходить хотя бы на 53 и все-таки закрытие недели сделать выше 50 долларов за баррель Brent. Так, друзья, далее золото. Ну, по золоту мы сегодня цель 1850 выполнили. Далее сейчас полагается коррекционный откат.
На сегодня здесь поддержка это 1845. Если 1845 сейчас мы не пробиваем, у нас отсюда развивается продолжение движения, и закрытие, я так предполагаю, сегодня будет в районе 1850. Вот сейчас добой 1845 приведет к тому, что отсюда развивается движение, цель которого опять потестить 1837, сходить вот сюда, вот в этот диапазон. Так, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Я полагаю, что сейчас вот мы будем пробивать 73.14, вот этот сильный уровень, и отсюда разовьется движение, закрытие будет где-то в районе 73.25, 73.3. Если сейчас этого пробития не произойдет, то мы откатимся, и у нас цель движения будет сходить на 73.1, 73.05, вот сюда вот. Ну, совсем здесь маленький ход. Вот. Но я думаю, более вероятно движение вот сюда, вот к этой зелененькой линии на 73.3. Сейчас пятница вечер, и, конечно, тут особого размаха не будет. Так, друзья, далее евро-доллар. Я полагаю, сейчас вот мы пробьем 1,21, 18, 21, 19. И у нас цель движения по евро-доллару на сегодня это 1,2125. Соответственно, вот это движение не развивается, если идет коррекционный откат и пробитие 1,21. В этой ситуации 21.10. Вот это значение. В этой ситуации пойдет более глубокий откат, цель которого будет 1,2080, который мы ранее рассматривали. Так, ну это, в общем-то, все. Спасибо за внимание.